Всем привет! А мы продолжаем движение по нашему круизу. И сегодня мы с вами в городе, в котором бы вряд ли оказались самостоятельно. Но именно благодаря тому, что наш маршрут проходил через это место, мы смогли посетить настолько удивительный, небольшой, но при этом очень красивый, очень историчный и довольно милый городок. Что это за город? Город Кушадасы. И сегодня я приглашаю вас прогуляться вместе с нами по этому городу. А дальше у нас в планах пройтись по историческому центру, подняться на холм с шикарным видом на смотровую, пройтись по набережной и познакомиться с этим городом в полной мере. Ну что ж, начинаем. Первым делом мы покидаем наш корабль. Я напомню, что мы двигаемся на Астория Гранде. Наш круиз начинался в Сочи. Один день мы провели в Черном море, добрались в Стамбул. Ну а теперь, спустя день в Эгейском море, мы посетили новую точку нашего маршрута. Ну что ж, выходим в город и начинаем его изучать. Хотя Кушадасы встретил нас не самой лучшей погодой, но чуть позднее мы насладились прекрасным солнцем. Ну а пока первое знакомство и первое впечатление. Сразу же на выходе из порта нас встречает Керван-Сарай. Когда-то давно это было место отдыха гостей, которые прибыли в город издалека. Мне кажется, это очень символично. Но мы двигаемся дальше, ведь мы отдохнули вполне себе на круизе, поэтому будем смотреть город. Свежие, полные сил, готовы двигаться в гору и гулять. Но сначала пройдемся немножко по историческому центру. Город Кушадасы небольшой, но очень уютный. Сначала вы попадете на центральные исторические улицы города. Здесь в основном туристические лавки, магазинчики, в том числе сувенирные, и разнообразные места, где вы можете потратить ваши денежки. При этом такое ощущение, что весь город в курсе, что пришел круизный лайнер, и магазины открываются прямо под нас. Вас сначала точно не оставят в покое, будут предлагать разнообразные варианты активностей, варианты покупок, варианты потратить ваши деньги. Именно поэтому мы решили спустя некоторое время свернуть с туристических маршрутов и подняться прямиком на холм. Тем не менее, изначально у вас будет много мест, по крайней мере для фотосессий, как, например, вот такая прекрасная разноцветная лестница. Как оказалось, таких в городе очень много. Это излюбленное место для фотографий. Также есть разнообразные памятники, ну и в целом очень ухоженная центральная часть. А вот и магазинчики, о которых я говорил. Постепенно мы начинаем продвигаться в глубину города, изучать его, знакомиться с ним и смотреть по сторонам. Движение было довольно быстрым, чтобы, не дай бог, нас не позвали в какой-нибудь магазин, потому что тратить деньги мы не были настроены, мы хотели именно наслаждаться культурой, может быть архитектурой и просто новой для себя локацией. Наше любопытство постепенно уводило нас все глубже в жилые районы города и все дальше от центральных туристических маршрутов. Далее нас ожидал постепенный подъем в гору. Мы идем к тому холму, который вы видели в начале видео. Хотим подняться на его самый верх. Обычные жилые районы разительно отличаются от туристических достопримечательностей, но тем не менее в целом выглядят довольно миленько. А вы бы хотели здесь жить? Постепенно, двигаясь к вершине холма, мы дошли до, наверное, заповедной зоны. Здесь растет прекрасный хвойный лес, который было видно с нашего корабля.
Мы провели здесь довольно долгое время, потому что воздух необычайно чистый, и в целом после шумных улиц центральной части здесь отдых души, природа, то, что требуется после проведенных нескольких дней на загруженном корабле с огромным количеством туристов. В целом здесь можно провести довольно много времени, гуляя по парку и наслаждаясь видами во все стороны. Чуть далее мы покажем вам вид на город в подробностях, и именно разглядыванием вот этого вида мы в основном и занимались. Ну и в первую очередь, за что цепляется взгляд, это наш круизный лайнер. Он стоит красивый, беленький, пришвартованный в порту города Кушадасы. Далее переводим взгляд на шикарную набережную, по которой нам еще предстоит гулять. Так вот, вообще, почему мы здесь оказались, в этом городе Кушадасы? Мне кажется, немногие знатоки Турции знают этот город. Может быть, только самые искушенные туристы. Но все дело в том, что порт Кушадасы – это основная точка для того, чтобы добраться с моря до, чего бы вы думали, древнего города Эфес. К сожалению, в рамках нашего посещения мы не поехали туда, но у вас, по крайней мере, есть представление, зачем останавливаться в Кушадасах. Таким образом, примерно в часе, может быть, полутора езды от города находится археологический памятник, музей под открытым небом, и если вы когда-нибудь зайдете сюда на круизе или приедете самостоятельно, вы знаете, что следует посетить рядом. Но нас в первую очередь интересовал сам город. В городе порядка 75 тысяч жителей, не сказать, что очень много, мне кажется, туристов тут может быть гораздо больше. Причем туристов мы заметили в основном немецкоговорящих. Возможно, у жителей Германии популярен этот город или регион. Естественно, потому что Астория Гранде причалила к порту, город был насыщен русскоязычными туристами, но практически все они были с нашего лайнера. Тем не менее, всю дорогу мы встречали знакомые лица, ну и знакомую речь, естественно. Город обладает необычайно плотной, но при этом довольно гармоничной застройкой, что в принципе свойственно городам Эгейского побережья Турции. Взгляду есть за что зацепиться, и в целом вы можете в деталях поразглядывать данный видеоряд. Я думаю, что будет интересно просто посмотреть на панораму города. Здесь вам встретятся и мечети, и исторические здания, и современная застройка. Сделано все очень приятно, хотя чувствуется некоторое нагромождение, которое обусловлено плотностью населения. При этом мне кажется удивительным, что на фоне этого города наш лайнер смотрится особенно большим, наверное, гораздо больше, чем он есть в реальной жизни. Вот такой вот оптический эффект. Здесь вы можете увидеть еще одну достопримечательность города Кушадасы, это Птичий или Голубиный остров. Ну а вернее, крепость на этом острове. Город пережил разные народы, разные эпохи. Чуть позже мы зайдем в эту крепость, которая расположена на острове. Ну а вернее уже даже не знаю, на полуострове, потому что туда протянут такой основательный мост, и расскажем вам побольше про историю этого места. Вот здесь вы можете видеть, что мост представляет собой такую, можно даже сказать, плотину, которая, скорее всего, призвана выдерживать сильные шторма. Именно по ней мы потом пройдемся на сам остров, посмотрим все вблизи. Это будет во второй части нашего видео. Ну а пока мы продолжаем наблюдать за городом, морем и окрестностями с наилучшей смотровой площадки с вершины данного холма. Погода в тот момент начала портиться, в какой-то момент налетел дождь, поэтому постепенно мы были вынуждены уходить оттуда. Интересно, что иногда в городе ощущаешь себя, наверное, практически как в какой-нибудь деревне. Много ли здесь поменялось за прошедшее время? Ну что ж, постепенно наступает пора спускаться с горы.
Ну и наступает пора улучшения погоды. Вы увидите, как солнечно стало после дождика. Маршрут вниз пролегает через обычные жилые кварталы, и иногда вы можете замечать заброшенные или неухоженные здания. Это все связано с тяжелой историей места, как и всего Эгейского побережья Турции. Раньше здесь проживали греки в том числе, которые были выселены так или иначе в ходе обмена населением в 20-е годы 20 века. Но это дело минувших дней, а мы возвращаемся в исторический центр города. Здесь, естественно, нас сразу встречают разнообразные кафешки и магазины. В целом, структура городов Эгейского побережья Турции похожа. Обязательно торговые улицы, набережная, старые кварталы. Ну, все отличается только деталями. Так что, если вы были в одном или нескольких городах Эгейского побережья, то вы можете составить примерное впечатление, я думаю, обо всех городах. Кроме, разве что, Измира. Но это такой небольшой спойлер на будущее. Мы с вами там еще побываем. Ну а мы, кстати, двигаемся вдоль старых крепостных стен города по направлению к набережной. Фактически мы вышли из главных ворот древнего исторического центра. Набережная встречает нас абсолютно безоблачной солнечной погодой, хотя все еще было немного ветрено. Но при этом уже создавалось впечатление такой вот курортности, отдыха, и настроение постепенно улучшалось. Я думаю, что вы даже сами заметили, как видеоряд поменялся, и настроение самого видео стало немножечко более летним. Интересный факт, что из Кушадасы можно добраться до островов Греции, а именно острова Самос. Здесь действует регулярный паром, и в принципе, если у вас есть Шенген, можно туда добраться. Поэтому, гуляя по набережной, может сложиться впечатление, что вдалеке как раз таки силуэты островов Греции. Но нет, это продолжение турецкого материка, хотя под нужным ракурсом и в хорошую погоду может быть возможно увидеть остров Самос. Ну а мы решили продолжить движение вдоль набережной. Безусловно, погода располагала к прогулке, и мы не преминули возможностью ей воспользоваться. Сама набережная создает впечатление излюбленного места отдыха горожан. Обычно в городах точкой притяжения является какая-нибудь центральная площадь или улица, но здесь это была набережная, особенно во второй половине дня. Гуляя по набережной, есть на что обратить внимание. Например, вы можете встретить вот такой вот парк скульптур современного искусства, сделать здесь фотографии или просто подумать, так сказать, о формах и об эстетике. Посмотреть еще раз на ваш лайнер в порту, если вы прибыли сюда, как мы на нем. Вообще, просто поглазеть по сторонам уже довольно интересное мероприятие.
или понаблюдать за прогуливающимися по набережной людьми. Ну или, наконец, вы можете зайти в музей, художественную галерею. Ну и, конечно, какой провинциальный город без популярного знака признания, так сказать, любви к этому городу? А еще, знаете, бывает, не убирают новогоднюю елку довольно долго. Вот здесь не убрали такую замечательную фоторамку, хотя Новый год уже был довольно давно. Тем не менее, вид, я уверен, безусловно красивый. В общем, спустя небольшой период знакомства с этим маленьким, но очень милым и уютным городком, мы были преисполнены любовью и восхищением к этому месту. У нас не было совершенно никаких ожиданий от Кушадасы, но, тем не менее, мы были в полном восторге. Безусловно, свою лепту внесла солнечная погода, но тот вид, который мы видели с холма даже в пасмурную, даже в дождь, все равно был великолепный. Ну и плюсом к этому центральные районы города, центральные улицы были исключительно историческими и очень уютными. Из интересных наблюдений касательно вот этого турецкого города, вы когда-нибудь видели, чтобы белили пальмы? А здесь так делают, что нас очень сильно удивило. Подскажите, это вообще откуда пошло? Есть некоторые элементы, так сказать, советского благоустройства. Очень интересное наблюдение. Кстати, местами довольно широкие городские пляжи, ну и такая довольно серьезная набегающая волна. Мы постепенно продвигались к более осовремененной, новой части набережной. Здесь уже есть разнообразные велодорожки, уже новые фудкорты, в конце нас ждал новый ТЦ, и в целом такой вот уже современный вид, приближенный, может быть, к Кипру, а может быть, к другим средиземноморским современным городам. Здесь уже, кстати, пальмы не белили, вот такое вот отличие. Если не белить пальмы, сразу все смотрится хай-тек, супер современно. Кроме этого, тут созданы вот такие замечательные ручейки для охлаждения воздуха в жару. Также построена вот такая вот большая новая марина, ну или причал для яхт, что уже выглядит довольно элитарно, скажу я вам. Ну и в конце пока еще относительно полупустой новый торговый центр, в который мы зашли просто поглядеть, что там есть. На самом деле ничего интересного там не было, но для разнообразия просто прогуляться довольно неплохо. Вот такой вот вышла наша прогулка по центральной набережной города Кушадасы. Впечатление сложилось исключительно положительное, но это еще не самый конец. Постепенно мы начали возвращаться обратно к кораблю, ведь время подходило обеденное, и, безусловно, не хотелось пропускать прием пищи на корабле. Хотя были различные варианты сходить в кафетерий или, не знаю, в ресторан в самом городе. Вот мы и добрались до обеденного перерыва на корабле с замечательным видом. Это несомненное преимущество круизного лайнера, в частности Астория Гранде, что в хорошую погоду вы вполне себе можете посидеть за столиком сзади, как мы на корме, и иметь наилучший вид, как в самых дорогих ресторанах, в тех местах, где вы бываете.
Получается, что у вас всегда есть место в первом ряду на самые лучшие виды во всех городах, куда вы заходите. И Кушадасы не стал в этом плане для нас исключением. В прошлый раз мы любовались прекрасными видами Стамбула, особенно вечером. Ну а теперь наслаждаемся Эгейским морем и проплывающими мимо рыбацкими лодками. Кстати, лодки просто пачками, ну или группками уходили в море рыбачить и также совместно возвращались. Могу представить, какое количество свежей рыбы они каждый день привозят обратно в город. Плотненько пообедав, мы решили выйти в совсем другую сторону города Кушадасы, там, где мы с вами еще не были. И конечной целью предполагался Голубиный остров с крепостью, но все получилось немножечко более интересно. Итак, подход к Голубиному острову, крепости, идет через вот такой вот мост, который уже, можно сказать, даже то ли пирс, то ли плотина, то ли насыпь, а вернее все вместе. И по дороге вы видите замечательные пришвартованные кораблики и яхты, естественно, туристические, которые будут радовать ваш взор все время нахождения здесь. Наверняка есть разнообразные прогулки на них, но это было самое начало сезона, и многие яхты еще готовились к приему отдыхающих. Кстати, город Кушадасы не всегда был туристическим. Раньше это была обычная рыбацкая деревушка, но, как вы можете видеть вот на старой фотографии, они вовремя начали развивать туризм, и одной из точек притяжения был как раз остров Голубиный, ну или Птичий. Оглядываясь назад, вы можете видеть холм и лес на нем. Мы как раз там были в первой части видео в самом начале. И именно оттуда наблюдали вид на город, на этот остров, на наш круизный лайнер и наслаждались приятным хвойным ароматом. Но также нас заинтересовал вот этот вот полуостров вдали. Уж больно красиво и привлекательно он выглядел. Туда мы, кстати, тоже дойдем. Ну и естественно, какая Турция без таких вот сытых, довольных, мордастых котиков. Я обещал вам рассказать немного про историю. Ну что ж, как и все прочие города Эгейского побережья Турции, ну и в принципе города Турции Средиземноморья, Кушадасы тоже обладает древней историей. Здесь вообще-то было все. И греки, и очень древние греки, и персы, и византийцы. Но конкретно вот эта крепость нас интересует только начиная со средних веков. Первые сооружения здесь построили генуэзцы примерно с 13 века. Насколько вы, наверное, слышали, генуэзцы, так сказать, шарились везде по Средиземному морю, по Эгейскому и даже в Черном море. Например, в Крыму или на Черноморском побережье России и Грузии. Следующим, кто внес свой вклад в постройку этой крепости, был османский пират Хайреддин Барбаросса или Рыжая Борода. Так что можно сказать, остров, в том числе и пиратский. Но это были, конечно, не такие пираты, как в «Пиратах Карибского моря». Но ребята были грозные, промышляли разбоем, грабежами, рабовладением. В общем, занимались всякими нехорошими делами. И здесь вот у них была своя база. Ну и чуть позднее все это стало более цивилизованным и законопослушным, пираты ушли в прошлое. Крепость оказалась нужна просто как оборонительное сооружение. Османы ее немного подлатали, это было примерно в 16-17 веках. Ну и далее уже она начала постепенно приходить в упадок, потому что это была уже такая внутренняя часть Османской империи, и турецкий флот здесь безраздельно господствовал в Эгейском море. Далее уже история крепости связана исключительно с туризмом. Это такая достопримечательность, которая начала привлекать первых туристов сюда, в Кушадасы. Собственно, к ней построили вот этот вот пирс или насыпь, или мост, по которому мы идем.
Ну и саму крепость тоже отреставрировали и сделали вход платным. Мы, кстати, туда не пошли, смотреть там особо нечего. Вы все видели с высоты. Ну, если будет очень большой интерес, можете зайти сами. Но турецкий музей по состоянию на 26 год стоит довольно недешево и, мне кажется, в основном не оправдывают свой ценник. Но не только ради крепости следует идти на остров. В принципе, можно вообще не ради крепости, потому что там есть что посмотреть, где пофотографироваться и вообще чем заняться. Например, местные активно рыбачат с пирсов и с набережной этого острова. Возможно, это будет для кого-то вариантом активности. Очень многие, в том числе мы, устраивают фотосессию, и, в принципе, далее вам будет понятно, как пройти на остров бесплатно. Кроме этого, с острова открывается замечательный вид на бухту города Кушадасы. Это вот, так сказать, старая набережная, а левее корабля была новая набережная, куда мы с вами уже ходили. Вот старая набережная в более детальных подробностях. Итак, как пройти на остров бесплатно? Идете не в крепость, не в музей, двигаетесь правее, сначала по настилу, потом просто вдоль берега. Проход совершенно бесплатный, все местные этим пользуются, все сюда ходят, в том числе, чтобы порыбачить. Мы тоже сюда пришли и насладились замечательным видом, замечательным морем, сделали фотографии, чего и вам советуем. Еще дальше можно пройти по самой кромке набережной острова и, в принципе, если будете достаточно аккуратным, довольно успешно там прогуляться. Но мы покинули этот остров, смотрим на крепость уже со стороны и двигаемся в другое место, которое заинтересовало нас дополнительно. Далее мы двигались вдоль дороги по направлению вот к этому замечательному полуострову с небольшим перешейком, куда мы планировали дойти. Наш дальнейший маршрут шел вдоль автомобильной дороги, но в целом он был адаптирован для пешеходного движения и вел в другие поселки или другие жилые части города Кушадасы. Спустя некоторое время мы свернули с основной дороги и пошли вглубь дальше к жилым районам в сторону моря. Дорога была свободная, но проходила мимо частных владений, земель, возможно, сельскохозяйственных. Нас манил вот этот вот райский остров в конце, но согласитесь, он выглядит довольно заманчиво. Постепенно, двигаясь мимо частной территории, каких-то огородов, может быть, садов, мы дошли вот к такому жилому району. Это прям отдельно стоящий ЖК, но очень сильно на отшибе Кушадасы. При этом окрестности, честно говоря, выглядели полузаброшенно. Но для нас в качестве разнообразия это был довольно интересный опыт. Дойдя до нашей локации, мы испытали некоторые разочарования, потому что оказалось, что это, скорее всего, частная зона, и настоятельно не рекомендовалось туда заходить. Тем не менее, мы насладились практически в уединении видом набережной, прекрасным бризом и окрестностями, которые довольно умиротворяюще выглядели вдалеке. Вот здесь как раз что-то написано про не проходить и про страшных и злых собак. Поэтому мы, в принципе, не настолько были заинтересованы в походе туда. Мы прогулялись, увидели остров вблизи, решили дальше не идти. Еще немного мы побродили по окрестностям и направились обратно в сторону корабля. Постепенно вечерело.
Вот такой замечательный, я считаю, день мы провели в небольшом городе Кушадасы, который одновременно и новый, и исторический, загруженный и спокойный, застроенный и пустой. Надеюсь, что вам тоже понравился город Кушадасы. Приезжайте сюда самостоятельно или на круизе. Я думаю, вам понравится. Далее нас ждет только возвращение на корабль и виды вечернего, даже ночного города Кушадасы. Ну а если вы досмотрели до сюда, я надеюсь, вам понравилось видео. Буду признателен, если поставите лайк. Ну а также подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Впереди нас ждет Бодрум и Измир, а также один пока секретный город. Ну а теперь до новых встреч и пока-пока!